Всем привет. Сегодня я как рыба в воде, потому что я объясню, потому что мне вот эти вот там, что он подумал, что он покакал и так далее и тому подобное, мне это, ну, как сказать, скучно. Вот. Потому что, ну, все мы виноваты в наших проблемах. Как вы ни крутите, чего вы про своих мужиков не говорите, все мы виноваты. Вот все. Нет невиновных. Есть или прогнулась, дала на себе кататься, либо, как говорится, в розовых очках жила и прочее, прочее, прочее. Поэтому я очень негативно отношусь к людям, которые под видео своих мужиков хаят. Сами виноваты. Как ты, так он, так и все мы. Даже я виноват в том, что у тебя мужик плохой. Почему? Потому что, а чё я сразу тебе не попался? Так ведь? Ну вот и я тоже виноват. Поэтому все мы виноваты. Итак, сегодня я рыба в воде, еще раз повторяюсь, потому что обожаю прям психологические темы, но вы их не смотрите. Поэтому я психологию включу, почему ты с этим мужиком о нем думать не можешь. То есть и тебе приятно чуть-чуть, и мне приятно, да, чтобы никому не было обидно. Итак, давай мы с тобой расклад начнем. Расклад сегодня для умненьких девочек. Если ты обозлена на своего мужика, он плохой негодяй, он у тебя там забар, колдун такой, это тебе не нужно смотреть. Потому что мы разбирать будем тебя и твои ошибки. Давайте, я думаю, что начнем расклад. Кстати, и если у тебя еще нет в проживании аркана, то это огромная ошибка всей твоей жизни. Хуже ошибка даже, чем то, что мужик у тебя хреновенький, извините меня за выражение. Поэтому обязательно приходи, это очень крупные проработки. Это как расстановки, да, только это намного сильнее, в разы сильнее. Так, еще раз повторяюсь, расклад только для умненьких девочек. Обозлена, тебе в гостях у сказки нужно идти на такой канал, где сказки, где все хорошо, как мне вчера девочка одна пишет. Дед, тебя, наверное, обижали все. Ну, в смысле, женщины. У тебя негативный опыт, то, что ты так трактуешь. А тройку мечей, это на тройке мечей. И я думаю, а как мне тройку мечей по-другому-то трактовать, если карта предательства? Так что вот так вот. Поэтому, да, кстати, началась осень, вылезают первые росточки шизиков, поэтому за мат, за хаяние мужиков своих я буду банить. И еще у меня есть одна просьба. Я буду сокращать языки, на которых я выхожу на канале. Поэтому мне нужна, как сказать, мне нужна подсказка, на каком языке вы смотрите. Написать это можете на своем родном языке. Я знаю, что арабский смотрит, знаю, что турецкий смотрит, но я не знаю, постоянно ли. Обязательно напишите, на каком языке вам удобно смотреть. Итак, обязательно, потому что если на каком-то языке не будет людей, например, там на итальянском меня никто не смотрит, да, я это уберу, этот язык. Итак, давайте, я думаю, что начнем наш расклад. Итак, единички. Сегодня сигнификация с умением воспринимать свою темную сторону.
Да, вот так вот. То есть первые две карты — это твоя психология в плане отношений, твои негативные установки. Ну, то есть, грубо говоря, почему на тебе мужики катаются? Но ты этого не видишь. Так у тебя, знаешь, какая токсичная установка? Ты считаешь, что мужчина должен быть сильным лидером, который все за тебя решает, но при этом ты сама берешь на себя все тяжести и обязанности в отношениях. И что получается? Каша в голове. С одной стороны, ты ждешь от него вот этой решительности, власти, чтобы он был как стена, на которую можно опереться, да? А с другой стороны, ты сама все на себе тащишь и не даешь ему проявить вот эту самую силу, которую от него ждешь. Ты знаешь, ты неосознанно выбираешь себе роль жертвы, которая все для отношений делает, а он такой плохой, ничего не делает и вообще он негодяй. И ты взваливаешь на себя кучу ответственности, как эмоциональную поддержку, да, так и решение вопросов бытовых всяких, и инициативу в общении тоже все на тебе. А потом ты обижаешься, что он пассивный и не берет управление на себя. Но знаешь, фишка в том, что ты сама не даешь ему быть главным. Как только он пытается что-то решить, там, инициативу взять, ты начинаешь его контролировать. Ты начинаешь поправлять его, показывать, как надо правильно. В итоге он просто берет и отступает, что логично, я считаю. И позволяет тебе все делать самой. Чтобы что? Чтобы лишних вот этих ругачек не было. А ты что делаешь? А ты потом злишься на него вот за вот эту безинициативность. И это замкнутый круг, который ты сама же и создаешь, но ты не видишь своего вклада в эту проблему. Потому что проблема ты. Вот так вот. И сейчас 10 человек, да пошел ты, дед, картошку копать. Я такая ярость такая. Почему он сам не делает, да? Почему ты не можешь перестать о нем думать? Ну, знаешь, забыть его не можешь, потому что он стал для тебя проектом по спасению и перевоспитанию. То есть, я объясню, в твоих глазах он такой человек с огромным потенциалом, которого просто нужно правильно направить, да, как маленького ребеночка. И тогда из него получится идеальный мужик. Ты в нем того видишь, кем он мог бы стать, а не того, кто он есть на самом деле. И что у тебя включилось? Материнский инстинкт по отношению к взрослому мужику. Ты чувствуешь, что можешь его изменить, помочь ему там раскрыться, стать лучше, убирать носки и так далее и тому подобное. В твоей голове мысль крутится. Если я уйду, кто о нем позаботится? Кто ему поможет разобраться со всеми проблемами? И ты, знаешь, ты привязалась не к нему, а к своей вот этой роли спасительницы в его жизни. Плюс к этому он для тебя как личный вызов. Потому что твое эго, оно не может принять, что ты не смогла его исправить на подсознательном уровне. Ты думаешь о нем, потому что ты считаешь себя там неудачницей, да? В твоем понимании, если ты такая умная, такая понимающая, что должна была суметь сделать отношения вот бы идеальными. И пока, как говорится, ты не победишь в этой борьбе, не докажешь себе, что ты можешь его изменить, мозг тебе не дает покоя. И ты в итоге что делаешь? Ты зацикливаешься не на любви к нему, нет, а на желании доказать свою крутость, самой себе доказать. Какой совет? Ну, знаешь, честно признай, то, что ты называешь любовью, на самом деле это твоя потребность в контроле и желании быть нужной. Ты за него держишься не потому, что он тебе подходит, нет, а потому что ты боишься остаться одна со своими вот этими мыслями и разобраться с собственными проблемами боишься. И пока ты занята там его спасением, тебе не нужно над собой работать. Удобно же думать, что проблема в нем, да, ты такая хорошая, такая, просто недооценили тебя. Но знаешь,
после чего от меня вы еще отпишетесь человек 500. Правда она в том, что твоя навязчивость и твои попытки все контролировать, она отталкивает не только его, но и других людей. Тебе пора научиться быть одной и не чувствовать при этом себя неполноценной. Отношения должны дополнять твою жизнь, а не заменять ее. И сейчас у тебя все наоборот. Без него ты не знаешь, кто ты и чем заниматься. А так ты спасательница, и твое место, как говорится, в этом мире ты нашла. Знаешь, с простого начни. Найди себе занятие, которое будет приносить удовольствие именно тебе, а не чтобы помочь кому-то другому. Попку накачай, там спорт, я имею в виду хобби, курсы какие-то, что угодно, где ты вот будешь думать о себе, а не вот о том, как кого бы ты там исправить. И, конечно, придется принять болезненную правду. Ну или, как говорится, или принять болезненную правду, или там с матами больше меня не смотреть. Люди меняются только сами, когда хотят. Понимаешь? Ну, то есть только тогда, когда сами захотят. Твоя задача — это быть счастливой, а не делать счастливыми других. И никак иначе, представляешь? А у тебя роль спасательницы сейчас. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первый вопрос как сигнификация, но мало кто ее примет. То есть теневая сторона. То есть твоя психология в плане отношений, твои негативные установки, которые ты не замечаешь. А знаешь, у тебя по картам ты вот в глубине души уверена, что любая страсть в отношениях обязательно закончится полным крахом. Ты начинаешь все вот с огромным энтузиазмом, там влюбляешься по уши, видишь в мужике кучу потенциала, фантазируешь даже о совместном будущем. И тебе кажется, что с ним ты наконец нашла то самое, что все будет круто, ярко и вообще супер. Но потом, как только вот, как сказать, как только появляется первая трещинка, ты сразу готовишься к худшему. У тебя вот нет других, потому что внутри сидит установка «ничего хорошее вечно не длится». Рано или поздно все развалится, и мне, как говорится, больно будет. Ты знаешь, ты сама не замечаешь, как ты сама подпитываешь вот этот сценарий. Вместо того, чтобы решать проблемы по мере их поступления, ты заранее накручиваешь себя на катастрофу. И с ним было то же самое. Вначале ты видела в нем огонь, энергию, которая вот прям тебя зажигает, но потом начала ты ждать удара. И вот это ожидание, оно само по себе все отравило. Ты неосознанно выбираешь мужиков, которые подтверждают эту твою установку. Те, кто действительно идут к разрыву. Потому что в глубине души ты боишься стабильности. Ты боишься, что если отношения пойдут гладко, то ты интерес потеряешь. А тебе же что? Драма нужна, чтобы чувствовать себя живой. Но эта драма, она всегда заканчивается тем, что ты остаешься на вот этих вот руинах отношений. И ты просто не видишь, что ты сама строишь этот цикл. Ты зажигаешься, как спичка, потом ждешь, когда она догорит, и пальцы обожжет. И это твоя негативная установка, которую ты тащишь из прошлого опыта, и она мешает тебе просто строить нормальные отношения. Так почему ты не можешь перестать думать о нем? А отпустить не можешь, потому что он стал для тебя символом нерешенной битвы. Вот в твоей голове он как вызов, да, который ты не смогла до конца пройти. Ты видела в нем человека, которого можно там перевоспитать, победить. И вот теперь твое эго не дает тебе сдаться.
Ты думаешь о нем, потому что вот подсознательно ты сама себе хочешь доказать, что ты сильнее, что ты умнее, что ты можешь его изменить или там вернуть. Это не любовь, это соревнование. Понимаешь? Ты хочешь выиграть в этой игре, где он противник. И вот твои мысли, они крутятся вокруг того, чтобы найти способ разоблачить его слабости или там заставить его признать твою правоту. И ты просто уже не замечаешь, как это стало одержимостью. Каждый день ты придумываешь новые сценарии, как бы ты с ним там поговорила, что бы ты сказала, как бы его на место поставила. Это как азарт у этих, которые в рулетку играют. Ты не можешь остановиться, потому что ты боишься признать поражение. А поражение для тебя — это когда он живет своей жизнью без тебя. И все у него хорошо, и даже вон там в прошлых раскладах карты показали, что у него все хорошо без тебя. И ты ничего не можешь с этим сделать. У тебя в голове его приворотила эта дурочка и так далее и тому подобное. И поэтому он занимает столько места в твоей голове. Ты просто не можешь принять, что иногда люди просто уходят. И это не про твою слабость, нет. Ты думаешь о нем, чтобы не думать о своей собственной боли. И о том, что пора дальше жить, без вот этой вот борьбы. Какой совет? Ну, знаешь, тебе срочно, вот прям срочно нужно найти в своей жизни источник для себя радости и стабильности, который не будет вообще связан с мужиками или там с отношениями. Ты слишком зациклилась на вот этих драмах эмоциональных, и это высасывает из тебя все силы. Начни строить свою личную крепость, то есть место, где ты будешь чувствовать себя в безопасности, и счастье будешь чувствовать без какой-либо помощи. Это там, может быть, там, переставь мебель дома. Купи подушку новую, сделай себе уютный уголок дома, где ты вот будешь время проводить одна сама с собой, без вот этих мыслей о нем. Хобби найди, которое тебе будет приносить ощущение успеха. Это вот пазлы, да, ну, вот эти вот пазлы расставлять, рисование, готовка. Понимаешь, все что угодно, где ты видишь прогресс и собой гордишься. И главное, чтобы это было твое личное, где никто вмешаться не может и там все испортить. Перестань тратить свою энергию на размышления о нем и перенаправь ее на создание своей вот этой счастливой рутины, я бы назвал. Каждый день делай что-то маленькое, что тебе улыбку приносит. Там погуляй на природе, если это возможно. Музыку любимую послушать, послушай там с подругами встреться. Но не для обсуждения его, а просто для веселья. Потому что у тебя сейчас как? Везде он, везде он, везде он. И вот эта стабильность, она тебе поможет понять, что ты не нуждаешься в нем для счастья. Ты сама можешь быть источником своей радости. И вот когда ты это поймешь, мысли о нем уйдут, они сами собой. А больше никак. И обязательно приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки готовы к крапиве? Надеюсь, готовы. То есть первый вопрос как сигнификация, которую мало кто примет. Только для умных девочек я говорил в начале расклада. Твоя психология, твои негативные установки в плане отношений. Ну, знаешь, в твоей вот этой психологии отношений очень вредная штучка сидит, которую ты сама не замечаешь. Ты постоянно уходишь от проблем вместо того, чтобы их решать.
Как только в отношениях становится там неудобно или тяжело, ты мысленно сматываешь удочки. И представляешь, как бы все вот бросить и начать заново где-то там в другом месте. Это не про реальные разрывы, это про внутренний побег. Ты перестаешь вкладываться, ты становишься отстраненный, ждешь, пока все само по себе развалится. И с ним то же самое было. Первые трудности появились, ты начала фантазировать о жизни без него. Но при этом оставалось, потому что ты одиночества боишься. А еще хуже то, что при этом ты цепляешься за отношения как за зависимость. Ты не можешь отпустить, даже если знаешь, что они токсичны. Это как запрещенные вещества. Больно, но бросить страшно. И ты сама себя убеждаешь, что без него будет хуже, что никто другой не даст тебе вот этих эмоций, даже если эти эмоции мука сплошная. Ты не замечаешь, как ты сама создаешь эту зависимость, придумывая оправдание его поведению, игнорируя свои потребности. В итоге что ты делаешь? Ты тратишь силы не на строительство чего-то хорошего, а на то, чтобы удержать то, что уже рушится. И вот эта установка, она делает тебя заложницей своих же страхов. Ты боишься уйти и остаться одной боишься. Потому что и то невыносимо. Ты не видишь, что это твой выбор держаться за вот этот якорь, который сама же на себя надела. Так почему ты не можешь перестать думать о нем? Ну, знаешь, потому что он стал для тебя уроком, который ты усваивать не хочешь никак. В твоей психике он, знаешь, он ассоциируется с поражением, которое ты пережила, но не приняла. То есть ты видела в нем возможность для чего-то там стабильного, хорошего, как будто он мог дать тебе ту жизнь, о которой ты мечтала. Но что? Все закончилось тем, что он тебя обошел, он тебя обманул или просто вот выиграл в этой эмоциональной борьбе твоей. И теперь каждая мысль о нем — это напоминание о твоем проигрыше. Ты думаешь о нем, чтобы мысленно взять вот этот реванш. Представляешь, как бы ты теперь поступила по-другому, как бы ты его наказала или там доказала, что ты лучше. Это не любовь. Это обида, которая тебя изнутри жрет, жжет и так далее. Ты не можешь остановиться, потому что ты боишься, что если ты эту обиду отпустишь, то признаешь себя слабой. И в твоей голове он, знаешь, он как символ всех мужиков, которые тебя подвели. И пока ты не победишь его вот в этих своих фантазиях, ты не почувствуешь себя в безопасности. Это как рана открытая. Ты ее ковыряешь, чтобы не забыть боль, но при этом ты не даешь ей зажить. И ты привязана к нему не чувствами, нет. Желанием исправить прошлое, чтобы в будущем не повторять ту же самую ошибку. Но пока ты на этой карусели катаешься, ты не живешь настоящим, как бы тебе это неприятно было слушать. Какой совет? Перестань жертвой быть обстоятельств и начни строить свою жизнь, как настоящая хозяйка своей жизни. Вот тебе и совет. Потому что я тебе все объясню. Ты слишком много сил тратишь на размышления о прошлом, вместо того, чтобы вот создавать свое счастье вот прям тут и сейчас. С малого начни. Возьми под контроль свои деньги, дом, дела свои бытовые. Стань женщиной, которая не ждет, пока кто-то сделает ее счастливой, а сама создай свой комфорт и свой достаток. И вот это даст тебе ощущение силы и независимости. Забудь о мыслях о нем, сосредоточься на том, что приносит тебе самой удовольствие реальное. Купи себе новую какую-нибудь вещь. Сходи там в этот, как называется-то, где красятся-то. Салон какой-нибудь. Любимое блюдо свое приготовь. Ты сейчас кусочничаешь. Делай это не для кого-то, для себя.
Твоя установка на страдания от прошлого, она не дает тебе жить полной жизнью. Но если ты начнешь ценить себя, ценить свои нужды, эти мысли, они сами уйдут. Стань королевой своего мира. Там планируй, создавай, наслаждайся жизнью. Не жди принца, который все исправит. Стань сама принцессой. И вот когда ты почувствуешь вкус вот этого удовлетворения настоящего от своей жизни, без вот этого чужого одобрения, то ты поймешь, что он был всего лишь эпизодом, а не центром всего твоего мира. И начни прямо сегодня. Сделай что-то для себя приятное. И сама увидишь, как мир заиграет новыми красками. Не можешь, приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. И всегда помни, что дед всегда рядом.